Всем привет! В этом видео хочу попробовать сделать реплику такого велосипеда. Идея создания этого двухколесного транспорта пришла ко мне еще в 2012 году, и спустя 7 лет я начну над ним работу. Первое, что привлекло меня в этом велосипеде, это необычная каркасная рама. На первый взгляд она кажется простой в изготовлении, но в ходе работы возникли некоторые трудности, и есть небольшие тонкости в изготовлении такой рамы. Вторая причина, почему я захотел это сделать, это наличие у меня таких колес, которые остались от прошлого проекта. Ну и в-третьих, нужно занять себя чем-нибудь, пока сохнет шпаклевка на квадре. Начал с обрисовки оригинальной детали рамы для вырезки на ЧПУ станке. Это, конечно, не даст стопроцентный размер, но я и не делаю точную копию. Я думаю, не у всех есть ЧПУ станок, и если кто захочет повторить такую раму, оставлю в описании ссылку на шаблон рамы, который можно распечатать, приклеить к материалу и выпилить обычным лобзиком, благо рама в этом плане не такая сложная. Итак, нарисовал раму в векторе, подобрал подходящую фрезу и сохранил проект на флешку. Затем отправился в гараж, включил компьютер и открыл проект в программе для управления ЧПУ станком. Нужно сначала проверить, правильно ли я все нарисовал и стыкуются ли детали между собой. Для проверки взял 6-мм фанеру. Вырезать буду, на мой взгляд, самыми универсальными фрезами, толщиной 2 мм. Есть несколько материалов, из которых я бы хотел вырезать конечный вариант рамы. Первый материал — это алюминий, который подходит на 100% для такой рамы. Из плюсов он легкий, прочный и оригинальная рама сделана из него. Из минусов, как оказалось, его не так просто найти в моем регионе, и он не так дешево стоит, как хотелось бы. Второй запасной вариант — это сделать раму из текстолита. Это композитный материал, его используют для изготовления печатных плат и электроизоляции. Он довольно-таки прочный и также с небольшим весом, да и обрабатывается он легко. Пока я размышлял над материалом, деталь вырезалась. Сразу же вырезал вторую половину рамы. Как я и говорил в начале ролика, колеса буду использовать от прошлого проекта. Покрышка на колесе размером 24 на 3 дюйма, которая надета на широкий алюминиевый обод. Хорошо, что я сначала попробовал на фанере, при таком размере рамы и задних креплений колесо просто не влезет. Сразу проверил и второе колесо. Немного ошибся с масштабом, нужно его будет увеличить пропорционально на 10-15%, и думаю, все встанет как надо. Заднее колесо велосипеда не совсем обычное, оно имеет планетарную втулку, у которой на борту есть 3 передачи, и она умеет тормозить по классической системе педалями назад. Увеличил в программе раму, вырезал и примерил снова. Вот теперь, думаю, все будет в порядке. Донором для проекта послужит старенький двухподвес со свалки. С него мне понадобится рулевой стакан вместе с рулевой колонкой, втулка вместе с кареткой и педалями и фиксатор подседельного штыря. Начал с изъятия каретки. За долгие годы все болты проржавели, и их было легче всего спилить болгаркой. Интересно, что эта деталь идеально подошла под отверстие в раме. Чтобы ее закрепить на своем месте, на нее нужно приварить с двух сторон по шайбе, которую нужно немного доработать, увеличить центральное отверстие и насверлить по периметру крепежных отверстий. Далее шайбы приварил к втулке.
Расстояние между шайбами даст размер для перемычек рамы, которые будут сделаны из алюминиевого прута 12 мм. Нарезать перемычки я буду на токарном станке. Сделал специальный упор, чтобы не мерить каждый раз деталь линейкой. Для проекта нужно сделать около 50 перемычек. В каждой перемычке с двух сторон нужно просверлить отверстие и нарезать резьбу. Это довольно-таки долгий процесс, который занял у меня весь день, даже при том, что я механизировал часть работ. Материалом для рамы я все-таки выбрал текстолит, ввиду его доступности и цены. По сравнению с фанерой он намного тверже, и для его обработки нужны свои режимы работы станка. Пока я подбирал эти режимы, сломал пару фрез. Поставил минимальную скорость и нарезал детали без проблем. Вырезалась деталь сносно, единственное, ее нужно обработать наждачной бумагой. Теперь хочу все собрать, но пока без перемычек, посмотреть, сходятся ли все отверстия. Единственное, что меня не устраивает, так это гибкость заднего крепления колеса. Вверх и вниз все держится хорошо, а вот в стороны играет. Для усиления я склею между собой два элемента. Для лучшей сцепки наждачной бумагой снял с деталей глянец. Буду клеить на двухкомпонентный эпоксидный клей. Прижал детали до полного склеивания. Хорошо, что клей предускоренный и схватывается за 5 минут. Совсем другое дело, детали стали гораздо жестче, но если этот способ не поможет, у меня есть еще один запасной вариант. Затем поставил их на свое место и сразу сделал в них отверстия. Позже я расскажу, для чего они нужны, а пока нужно сделать основное крепление задней вилки. Для этого взял трубу подходящего диаметра. Еще взял шайбы, которые нужно расточить и просверлить в них крепежные отверстия. На трубе они будут крепиться таким образом. Сначала я приварю две центральные шайбы под размер ранее напиленных перемычек, а другие две шайбы будут установлены позже, после прикручивания элементов задней вилки. Итак, для сборки рамы у меня готовы все элементы. Заднее крепление вилки вместе с кареткой, элементы рамы, крепежные болты и перемычки. Сначала закрепил на своем месте каретку. За ней прикрутил заднее крепление вилки и также прикрутил пару перемычек по периметру. Поднял раму и стал прикручивать все оставшиеся перемычки. Все перемычки прикручены, рама получилась ровной и жесткой. Далее сделаю штыри, которые будут дополнительно придавать жесткость задней вилке и предохранять ее от срывания скреплений. Для этого взял 14-й прут и рассверлил под него ранее сделанные отверстия. Технология та же, что и с алюминиевыми перемычками. Самое время прикрутить задние элементы рамы.
Левая деталь немного не подошла, пришлось расточить отверстие напильником. Колесо встало без перекосов и смещений. Это хороший знак, значит можно приваривать шайбы к трубе. Не стал делать эти крепления съемными, это лишняя работа, вряд ли я когда-то буду разбирать раму, а если придется, срежу сварку. И сразу небольшой тест на прочность. 85 кг держит спокойно, плюс я еще буду укреплять этот узел, чтобы он не был таким гибким, так что получилась вполне рабочая схема. А на сегодня у меня все. В следующем видео сделаю полностью алюминиевую вилку, сиденье и руль. Если вам понравился такой формат видео, пишите об этом в комментариях, может это будет не единственный такой велосипед на моем канале. А пока всем спасибо за просмотр и поддержку. Как обычно, увидимся в следующем видео.